Всем привет, парни и девушки. Знаете, для меня, как для человека, который по сути перещупал почти все консоли портативные и перепробовал буквально каждый из вариантов запуска игр на различных девайсах, его для меня, то есть для себя лично, я решил, что самый лучший вариант и самый дешевый для запуска игр — это купить обычный китайский держатель смартфона и использовать свой даже самый всратый, самый ушатанный смартфон в качестве компьютера или портативки. Все эти приставки от Nintendo Switch до Steam Deck, все они имеют свои особенности. Например, сегодня из актуальных одна стоит дешево, например, 20 тысяч, это Nintendo, но картриджи для нее стоят по 5-6 тысяч. Иная же приставка, например, Steam Deck, стоит сама по себе 50 тысяч или там 60 и запускает при этом дешевые игры с лаунчера Steam. И у нас, друзья, есть только один выбор, это облачный гейминг, и тут существует всего два варианта. Буквально вчера, не поверите, но закрылся GFN GeForce Now, он ушел из России, далее был такой же, если помните, Сберплей, он тоже, кстати, закрылся месяц назад, точнее его выкупили в VK Play, и теперь в России остался только VK Play, и на этом все. Это абсолютный монополизм в этой отрасли, то есть в этой облачной сфере, и поэтому цена на подписку просто космическая. 3500 в месяц за облако VK Play, это просто печально. Да, есть, конечно, еще версии почасовой и вроде бы ночной Unlimited за 2500, но все равно 3,5 и даже 2500 это все равно очень и очень недешево. И вот что нам остается, это еще один вариант, который я выбрал лично для себя как самый оптимальный. Это, конечно же, Game Pass. Да, это тот самый великий Game Pass от Microsoft, который тоже ушли из России, но через VPN там буквально через пару секунд можно им пользоваться без проблем. Причем подписку можно намутить за 3,5-4 тысячи на целый год, а не на месяц, как это с VK Play. Короче, я покажу вам в этом видео, как все настроить. Мы сравним с вами, что лучше всего по качеству картинки, портативные там 720p или облачные интернетовские, точнее интернетовские Full HD. Разберемся далее в разных вопросах, но после небольшой рекламной паузы. Друзья, позвольте рассказать вам о FairSpin, платформе, где вас ждут более 5000 игр от более чем 80 провайдеров, а для любителей спорта есть возможность сделать свои прогнозы на различные матчи спорта и киберспорта. Регистрация на платформе проходит в пару кликов, не нужно вводить много информации, а в качестве приятного бонуса для моих подписчиков по моей ссылке вы получите 200 токенов TFS просто за регистрацию. Токен TFS торгуется на децентрализованных биржах PancakeSwap, Uniswap и Cryptology. FairSpin имеет две блокчейн-программы, это Hold to Earn, где вы можете положить токены TFS в стейкинг на 8 часов, 24 часа и 3 дня, плюс также получить на этом проценты от дохода проекта без каких-либо потерь. Далее еще есть второй вариант, это Pay to Earn, где вы получаете жетоны, играя и делая прогнозы. На FairSpin существует множество способов оплаты, вы можете пополнить свой баланс с помощью банковской карты, электронного кошелька или криптовалюты. FairSpin также предоставляет бонус до 450% на депозит и до 140 фриспинов. В прикрепленном комментарии я оставлю все необходимые ссылки. Переходите и участвуйте в розыгрышах. Но обязательно помните, друзья, что это просто игра в удачу и участвуйте только по необходимости. Также есть бесплатный вариант запускать игры на FairSpin, просто чтобы провести весело время. Вот и все. Всем удачи. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, начнем с того, что нам нужно для того, чтобы сделать свою портативную консоль Xbox. Во-первых, понятное дело, нам нужен что? Правильно, смартфон. Любой абсолютно смартфон, чтобы имел тип подзарядки Type-C и желательно на Android, потому что с айфонами там сложнее ситуация, все значительно сложнее, хотя вроде бы 15-й iPhone будет поддерживать Type-C, наконец-то. В моем случае я использую свой Xiaomi Redmi 12 5G, это такой себе обычный нормальный смартфон за 20-очку. Далее второй, нам нужен держатель этого смартфона, он же геймпад, он же корпус нашей портативки. И нам повезло, но одна китайская компания, окей, назову ее имя, это фирма GameSir, и вот она выпустила специальный геймпад для смартфонов с Type-C прямым коннектором, и он специально заточен под Game Pass. Причем эта приблуда официально рекомендуема самим Microsoft на их официальном сайте, то есть они прям рекомендуют именно эту штуковину для запуска Game Pass в облаке. В общем, китайцы вышли на новый уровень сотрудничества. Это держатель буквально с точностью повторяет все клавиши геймпада от Xbox, даже лепестки на тыльной части и их расположение кнопок, все это по сути копия контроллера от Microsoft. В комплекте, кстати, идет небольшой чехол, довольно приятный, парочка накладок на стикеры, чтобы там не проскальзывали пальцы, далее документация и также какой-то ключ подписки на Game Pass. И, короче, из всех, что я держал в руках смартфонных девайсов, это, наверное, самый удобный и самый недешевый. Купил я его вроде бы на Яндекс.Маркете или на Озоне, не помню точно,
точно за 4500 рублей. Есть разные версии этого геймпада, но именно для создания портативного Xbox в кавычках нужна была именно эта модель. Есть также такая приблуда, но в белом цвете, и, наверное, нужно было мне взять именно в белом, потому что на черном сильно марки корпус, остаются следы от пальцев, так что белый был бы, мне кажется, более симпатичный. Сам смартфон устанавливается очень просто. Берем, оттягиваем зажим и вставляем смартфон внутрь. Там, чтобы нужно так вставить, чтобы соединился при этом коннектор именно с вашим смартфоном. Все. И в разложенном виде само устройство по размерам чуть больше, чем Nintendo Switch. И смотрится на первый вид, скажем так, не очень симпатично, даже, скажем так, по-колхозному. Но потом со временем, знаете, привыкаешь и уже воспринимаешь все в комплекте как одно целое. Итак, что же нужно сделать, чтобы заработал облачный сервис, который недоступен для большинства стран? Итак, друзья, первое – это скачать приложение Game Pass на ваш смартфон. Это делается в обычном Play Market, это все очень просто. Далее открываем наш Game Pass, и там внизу находится иконка с вашей картинкой профиля. Нажимаем на эту иконку, и далее после открытия вверху справа есть значок шестеренка, и тоже нажимаем на нее. Потом, значит, нам открывается некое небольшое меню, и в нем опускаемся примерно в центр и находим раздел «Язык и расположение». В нем открываем меню расположения и выбираем одну из стран, которая, допустим, имеется в любом VPN в бесплатном доступе. Например, это там, не знаю, Германия, Франция или там, допустим, Нидерланды. Все, потом выбираем эту страну, выходим, закрываем полностью приложение и запускаем скачанное VPN приложение. В этом приложении, в моем случае, я использую на постоянке Planet VPN. Это бесплатное приложение, и думаю, половина людей знакома о нем через браузер Chrome и так далее. Там оно тоже работает замечательно. В общем, после включения этого VPN вверху в меню выбираем именно ту страну, которую вы указали в приложении Game Pass. Например, я выбрал там Германию. Далее запускаем все, коннектимся, все, потом сворачиваем приложение и снова открываем Game Pass. И появляется раздел облака. Все, и в нем выбираем любую игру. Если у вас есть подписка на вашем аккаунте, то без проблем запускаете все, что вам захочется. После того, как произошел первый запуск игры, происходит такая небольшая загрузка, летит такой самолетик. Можно после этого свернуть Game Pass, не закрывать его полностью, просто свернуть, и после выключить VPN, потому что больше он вам не понадобится и не будут тормозить при этом скорость интернета. Если же закроете приложение Game Pass, то придется снова запускать VPN и делать все так же само. Вот таким образом, друзья, у нас и открывается целая библиотека различных игр. По качеству трансляции ее на своем роутере 5G с интернетом 200 мегабит за 600 рублей я бы сравнил, примерно на уровне GeForce Now. Это почти нативная картинка, но есть небольшие, знаете, такие временные статоры, которые в целом, сильно не портят впечатление. Все в этом плане нормально. Насчет задержек вы спросите, то она исходит только от скорости интернета, иначе сам смартфон подключен напрямую к геймпаду, то есть к держателю через физический порт Type-C, и поэтому задержка минимальна, словно вы используете проводной контроллер. Если бы я использовал, например, такой же, но Bluetooth геймпад, то да, получилось бы еще плюс к этому больше задержка, а так как по мне все вполне комфортно. Причем знаете, в чем именно удобство такого варианта? Верно, первое, что самое важное, вам не нужны физические носители, типа там картриджи по 5000 рублей и так далее. Плюс у нас выше разрешение самой картинки, например, у нас транслируется Full HD. Ну и еще, что самое важное, абсолютно холодный при этом смартфон, потому что он не использует свое железо, и полностью бесшумное устройство. Используется при этом только ваш интернет. Вам просто нужен нормальный интернет на частоте 5G, то есть нормальный роутер. Далее смартфон, который есть у всех, я думаю, и та самая железка, в которую вставляется смартфон. Короче, геймпад за 4,5-5 тысяч. И в сумме у нас, значит, выходит 10 тысяч рублей. И это цена данной консоли Xbox, которая создается из смартфона и держателя. Не 20 тысяч рублей за Nintendo Switch и картриджи по 4-5 тысяч за штуку. Это далеко еще при этом не Steam Deck за 45-50 тысяч сама консоль, и которая работает при этом в 720p на самых низких настройках, возможно там средних, если вам повезет. А в нашем случае, например, если использовать именно такую конструкцию и смартфона, и держателя, мы получаем нормальную картинку на высоких настройках 60 FPS. Если вам нужна, допустим, еще более качественная картинка на экране, то можно запустить VK Play, но цена, еще раз повторюсь, по 2,5-3,5 тысячи в месяц. Это уже очень на любителя, если у вас, конечно, есть денежка. Но стоит признать, что, честно скажу вам без рекламы,
Да, VK Play выдает еще лучшее качество трансляции, чем Game Pass, но там запуск игр идет через Steam, Battle.net, короче, все лончеры, и есть возможность включать трассировку лучей и даже ставить 4К на ультра в 120 FPS. Ну, правда, если честно, я не верю в эти 4К на ультра с лучами при скорости интернет. Это, конечно, будет чистый маркетинг. Скорее всего, в 4К, чтобы была качественная трансляция, у вас, наверное, будет просто не хватать скорости интернета. Идеальное качество трансляции именно для меня на смартфоне — это Full HD 60 FPS. Это более чем хватит для качества трансляции на экране смартфона на 6-7 дюймов. Конечно, если у вас есть дома компьютер или там ноутбук, там можно запускать, не знаю, там 2К, 4К, но на смартфоне на 6-7 дюймов, мне кажется, Full HD более чем хватит. Мне очень нравится идея облачных платформ. Я не понимаю, честно, правда, кому нужны портативные консоли по 20, 30, 50 тысяч, если можно просто сделать буквально любой смартфон такой же портативной консоли, но при нормальном разрешении Full HD и с лучами там на ультра с трассировкой, а не в каких-то там несчастных 720p. Вы ни за что, запомните, не получите ни разу ультра настроек в Ведьмаке 3 с трассировкой лучей Full HD 60 FPS на портативке, а можно это получить просто используя облачные платформы, например Game Pass или там VK Play. VK Play, еще раз запомните, это для тех, кто имеет денежку, потому что цены там не самые низкие. Вот и все, что я хотел показать зрителям и рассказать в этом видео. Если вам было интересно, ставьте лайк, я буду знать, что вам интересна эта тема, и увидимся с вами уже очень скоро на канале. Не болейте, всем удачи и пока-пока.